Итак, друзья, всем привет, и, в общем-то, герой сегодняшнего обзора – это модель ноутбука ROG Zephyrus M16. И буква M относит к промежуточному решению между топ-моделями серии S и чуть более простыми решениями с буквой G. Эта модель будет интересна, я думаю, зрителям, как замена, знаете, довольно мощному настольному компьютеру. Цена у него, конечно, далека от народной, порядка 160 тысяч рублей или 60 тысяч гривен, и ясное дело, что за такую цену он должен быть просто идеальным. Скажу наперед, в тестировании сей ноут показал себя очень неплохо, и после распаковки сразу обращает на себя внимание перфорированная поверхность верхней части крышки. Через нее, то есть через отверстие, видна светоотражающая пленка, она переливается, и падение света дает весьма, знаете, такой интересный эффект. Конечно, это нелюбимая всеми RGB подсветочка, но смотрится это как минимум симпатично, ведь не всем по душе яркий, знаете, праздничный дизайн. Поверхность крышки плавно здесь переходит в заднюю панель, и при открытии этой крышки она упирается двумя ножками снизу поверхность вашего стола и приподнимает его, то есть сам ноут немножечко вверх, то есть обеспечивая дополнительный приток воздуха. В общем, одним словом, качество сборки и продуманность ноута впечатляет, тут у меня нет претензий, и теперь давайте перейдем к самому интересному, это, конечно, железо внутри. Итак, в мае 2021 года на рынок вышел новый процессор из линейки Tiger Lake, получивший название Intel Core i7-11800H. Именно данный процессор стоит в этом ноутбуке, и чип позиционируется как производительное решение для игровых лэптопов, но, внимание, и для рабочих станций он тоже отлично подойдет. Процессоры с рабочим названием Tiger Lake H, как и чипы Tiger Lake H35, основываются на техпроцессе 10 нанометров SuperFin. Плюс также немаловажным моментом стала долгожданная поддержка PCI Express 4.0. Таким образом, ультраскоростные NVMe SSD накопители получают еще больше пропускной способности, что заметно ускоряет работу всей машины. Я протестировал встроенный SSD в этом ноуте, и он выдает очень высокую скорость, порядка 7000 мегабайтов в секунду на чтение. Это очень быстро, поверьте мне, и такое возможно только за счет PCI Express 4.0. Плюс к этому из-за большого количества быстрых линий станут здесь работать технологии Resizable Bar и Direct Storage от NVIDIA, которые могут дать дополнительный буст именно в играх. Это важно. Что насчет процессора, то в данном случае 11800H в этом ноуте оперирует 8 ядрами Willow Co. с поддержкой технологии Hybrid Threading на 16 потоков. Также он имеет 24 метра кэш третьего уровня и работает на частоте 2300 до 4,6 ГГц в динамическом бусте. Номинальный теплопакет CPU равен 45 Вт, и таким образом количество ядер и потоков дает возможность не только запускать требовательные игры, но и для работы такой проц также весьма подойдет. Плюс, конечно же, невысокое тепловыделение не требует сверхсложных конструкций охлаждения, и значит шум, издаваемый ноутом, будет крайне невысоким. Далее, среди отличительных особенностей семейства Tiger Lake H45 в целом хотелось бы еще отметить поддержку Intel Killer Wi-Fi 6E и, конечно же, Thunderbolt 4 и встроенный контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий. Об этом я уже рассказывал выше. И здесь Intel, конечно, опередили AMD, чьи мобильные CPU пока что остаются с PCI Express 3.0. На реальную частоту и производительность процессора влияет как выставленный производителем лимит PL1 и PL2, так и его эффективность системы охлаждения. Для Zephyrus M16 производитель выставил лимит при краткосрочных нагрузках в 90 Вт, а при длительных уже нагрузках в 30 Вт. Среди ключевых особенностей можно выделить работу с памятью LPDDR4X на частоте 4266 и также обычную DDR4 на частоте 3200. Плюс еще можно выделить обновленные блоки кодирования, декодирования видео, вывод изображения в режиме 8К 60 FPS, а также, конечно же, лучшую энергоэффективность и выросшие частоты по сравнению с чипами Ice Lake. Отдельное внимание заслуживает здесь встроенная графика Ares Xe. Если верить моим же тестам, я уже 3 раза точно встречал данный процессор в различных ноутах, то в этом случае i7-11800H по быстродействию видеоядра соперничает с дискретными GPU на уровне, скажем так, вроде GT1030 и обеспечивает при этом комфортную частоту кадров в самых популярных играх и даже Full HD. Если у вас есть сомнения у моих зрителей, то вот прошу оцените увиденное, где я тестировал популярные шутаны на средних Full HD, используя только встроенное видеоядро в процессор i7-11800H. Пожалуйста.
Одним словом, процессор получился весьма удачным, у него, знаете, далеко не высокие температуры, как вы заметили, и конкретно в этой модели показатели не поднимались выше 83-84 градуса, что явно далеко еще от кипятильника. И значит, система охлаждения Zephyrus M16 справляется со своей задачей. В сравнении с 10-м поколением процессоров Intel Core 11 обеспечены современной архитектурой ядра. Это очень выручает именно вот в данном случае, то есть это низкие температуры, ну и при этом, конечно же, хорошая скорость. Они подходят для повседневного использования, а также увеличивают производительность в новых играх и ускоряют работу при создании контента. Плюс новая архитектура дает прирост в производительности до плюс 19% по сравнению с 10-м поколением. И еще раз напомню, что в 11-м поколении впервые была использована графика Intel Iris Xe. Процессоры 11 серии обладают более высокой производительностью на базе искусственного интеллекта. Здесь встроенный Wi-Fi 6E в некоторых процессорах 11 поколения. Это по сути прорыв в технологии беспроводной передачи данных за последние 20 лет, однако в России 6E пока что данный стандарт не валидирован, но когда его валидируют, то есть одобрят, ноуты уже будут с поддержкой самого последнего и скоростного стандарта. Что ж, друзья, ну теперь давайте пройдемся по тестам и проверим в этот раз не только процессор со встроенным видеочипом, но и посмотрим на видеокарты RTX 3060. Сможет ли она справиться на пару с 11800H в современных проектах и также киберспортивных. Итак, начнем с вами с Counter-Strike. Тут я по традиции выставляю ультра настройки Full HD на ультра, и в таком разрешении в CS порядка 200-250 кадров без особых проблем. Я думаю, CS это не совсем сложная задача была для этого ноута, уж куда интереснее. Это еще одна киберкотлета Rainbow Six Siege. Тут также я выставил ультра настройки в разрешении Full HD и видим с вами в среднем порядка 140-150 FPS, что весьма приятно под экран, то есть на 165 Гц. Ну, как бы и по сути любая киберспортивная дисциплина в среднем выдает не меньше 100 FPS на этом ноуте. И в целом это, знаете, такой предсказуемый результат. И вот куда интереснее, это уже современные, более требовательные проекты с поддержкой трассировки лучей и DLSS. Это RDR2, Cyberpunk и так далее. Итак, я не стану конкретно про каждую игру рассказывать по полчаса, какие там настройки. Я просто выставил здесь по традиции все на самых высоких, то есть на ультра настройках Full HD. И вот на фоне я запустил различные игры, и вот все они работают на запредельных, еще раз повторюсь, ультра настройках с включенным RTX и DLSS в режиме производительность. Но так или иначе, в среднем во всех тестах я видел от 50 до 80 FPS в зависимости от локации и сложности сцены. Да, не везде были стабильны 60, но еще раз напомню, у нас все же это идет все с трассировкой лучей, так что ноут находится по сути в максимально сложных условиях. Если нужны вам стабильные 60, то нет проблем, понижаем качество визуальных эффектов до высоких и получаем эти самые 60 кадров. Что насчет температуры железа, то, как я уже сказал выше в начале тестов, тут все в этом плане в порядке. Процессор 11800H с картой RTX 3060 не поднимается выше 84, так что, друзья, волноваться тут точно нет смысла. Одним словом, перед нами весьма сбалансированный продукт компании Asus, и содержимое внутри корпуса, а именно процессор Intel i7 11800H, показал себя в полной мере весьма достойно. Его мощности более чем достаточно для современных игр, и температура остается в рамках допустимых значений. Я бы даже сказал, низкой на фоне большинства его конкурентов. 11-я линейка ноутбучных процессоров Intel получилась весьма удачной, об этом я рассказывал еще в прошлых видео. Там у меня был, насколько я помню, ноут с i5 11400H, он тоже проявил себя более чем удачно, но и на таком вот ноуте можно не только комфортно запускать игры, но и работать с 3D-приложениями, автокадом, моделировать и также редактировать видео тоже можно вполне быстро и без проблем. Если кому интересно, я, друзья, оставлю вам ссылочки в описании под этим видео, там вы сможете более подробно изучить информацию, переходите, смотрите, ну а я буду уже на этом заканчивать. Всем еще раз спасибо, что смотрели это видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете насчет этого ноута. Всем еще раз я желаю удачи, конечно же, не болейте и до новых встреч на канале. Всем пока-пока.